Как устранить течь в крыше? Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. На строительном рынке представлено множество материалов для крыши. Наиболее популярным остается шифер. Им перекрывают крыши домов, хозяйственных построек и прочее. Со временем покрытие может дать течь. Это происходит по нескольким причинам. Менять сломанный, треснутый лист шифера не обязательно, можно просто его отремонтировать своими руками. Битумная мастика. Самый простой и проверенный способ подлатать потрескавшийся шифер – это битумная мастика. Готовится она очень просто. Нужно расплавить битум в ведре на костре до вязкого состояния. При проведении ремонта в холодное время года в состав добавить отработку 10% от общей массы. Это позволит битуму оставаться пластичным и моментально не застывать. Приготовленной мастикой промазать все трещины. Она должна их заполнить. Возможно, придется проделать процесс несколько раз. При перепаде температур мастика сжимается и снова разжимается. Со временем течь снова даст о себе знать. Цементно-песчаная смесь. Хорошим вариантом ремонта шифера будет цементно-песчаная смесь. Для приготовления раствора взять одну часть цемента и две части песка, перемешать их и добавить воды. Раствор должен получиться консистенции густой сметаны. Этим составом замазать все трещины, оставить высохнуть. Затем лист можно будет покрасить для большей надежности. Шпаклевочный раствор. Потрескавшийся шифер можно отремонтировать шпаклевочным раствором. Он продается в строительных магазинах и готовится согласно инструкции. Перед тем, как нанести раствор на шифер, поверхность нужно подготовить. Удалить мох, мусор и грязь. Тщательно загрунтовать. На трещину или дыру наносится приготовленный раствор. Его нужно оставить на 5-6 часов высыхать. Затем поверх укладывается стеклоткань и на нее еще один слой раствора. Самодельная смесь. Для ремонта шифера можно использовать самодельную смесь. Она готовится из асбеста, цемента и клея ПВА. Первым делом нужно развести клей водой в соотношении 1 к 1 и тщательно перемешать. Далее 2 части цемента смешать с 3 частями асбеста в отдельной емкости. Разведенный клей влить к цементно-асбестовой смеси и перемешивать до однородного состояния. Должен получиться состав по консистенции, напоминающий густую сметану. Из 1 части клея и 3 частей воды приготовить раствор в отдельной емкости. Он нужен для промазывания слоев смеси. Латка из фольги. Очень простой способ заделать дыру от гвоздя. Из фольги вырезать кусок размером в 3 раза больше отверстия в шифере. Для приклеивания латки подойдет любой универсальный клей. Им смазать фольгу и закрепить ее над отверстием снаружи шифера. Ремонт можно производить только в теплую, сухую погоду. Жестяная латка. Если повреждения в шифере значительные, то можно использовать жесть для латки кровли. Из нее вырезать кусок, свернуть его трубочкой и тщательно утрамбовать в дыру. Жесть должна полностью ее заполнить. В такой пробке высверлить отверстие для самореза и зафиксировать лист шифера с использованием резиновой прокладки. Монтажная пена. Отремонтировать сломанный шифер поможет монтажная пена. Обычно ее используют при монтаже конструкций и отделке помещения. Она заполняет собой все щели и герметизирует их. Это качество можно использовать для ремонта кровли. Для этого потребуется приготовить баллон с пеной, эпоксидную смолу, герметик. Монтажная пена наносится на сломанный участок шифера так, чтобы полностью его заполнить. После высыхания срезать излишки и обработать поверхность герметиком. Затем все тщательно промазать эпоксидной смолой. Таким образом можно заделать дыры в кровле, не снимая шифер с крыши. Ссылка на статью в описании. Автор статьи Коровин Сергей Дмитриевич. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.